Всем здравствуйте! Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Валентина, оператор Игорь, мой муж. И мы сегодня у нас по хвостушке. Я хочу показать вам растения, которые я приобрела, потому что мы ездили с мужем, пол Европы объездили почти. Ездили и во Францию, и в Германию, смотрели. Но в зимний период все садовые центры, естественно, бедны. Продают только все к Рождеству, все к этому. Ну, постарались вам показать вот эти предыдущие два видео. Посмотрите, пожалуйста. И вам понравится, потому что мы сняли свои посещения садовых центров. И вы можете своими глазами убедиться, увидеть, что там продают. Вот. А мы начинаем с того, что мы приобрели. Первое я приобрела вот это пеперомия. Называется мелония. Очень красивая. У нее тонкие листики. Похожа на арбуз. Поэтому мелония. Мелония по-немецки это арбуз. Вот. Название ее я не нашла точно в гугле. Искала. Оно очень нежное и оно очень капризное. Я 100 раз зарекалась не брать. Но вот взяла. Ну что поделаешь. Скоро будет пересадка в следующем видео. Но я посмотрю, буду ли я ее пересаживать или нет. И почитаю сначала, какой грунт ей нужен. Но не уверена, что ей нужен сильно влажный грунт. Не знаю. Вот такое растение мы приобрели. Второе растение – это бегония. Недавно я хвалилась в своих видео, посмотрите, пожалуйста, как я потравила свои бегонии. Листья толстые, это бегония рекс называется. Я ее купила за 3 евро. У меня было 4 бегонии крупные, и я взяла, удобрила, и они благополучно скончались почти. Ну, там 2 еще так себе. Вот. Ну, буду пересаживать, посмотрю. Ну, больше, наверное, горшочек возьму, потому что тут уже кое-где корешки выходят. И, ну, не знаю. Я думаю, пересаживать или нет. Ну, скорее всего, ну, посмотрю. Еще не решила. Ночь поспим, подумаем. Вот такое во Франции я купила растение. Очень жалко. Вот так они там стоят и гибнут, эти растения. У них... Не знаю, вот это называется красула арборесценс. Красула арборесценс. Я купила ее на удешевленном. Она стоила 4 евро. Я за 2 евро купила. У меня есть красулы. Но вот такой кучерявой у меня нету. Сейчас они все вот эти цветы, что я сейчас вам показываю, они стоят на карантине. Всех побрызгала от всех и всех. Смотрела, ничего не находила. Ну, на всякий случай. И, естественно, хочу поменять грунт. Она вот, смотрите, настолько она такая сухая, пустая. Вот. Куда? Ее надо срочно пересаживать. И посажу ее в грунт. Листья вялые, уже падают. Вот, один упал. Посажу ее в грунт, такое, специально для кактусов и суккулентов. А здесь, похоже, как торф. Не торф, не знаю. Я подстелила, чтобы чисто было на столе. Дальше я купила калатею. Калатея очень для меня не любимое растение, но я почему-то пытаюсь еще раз научиться, может быть, обходиться с ними, я не знаю. Она тоже подлежит пересадке, потому что у нее вот корневая уже вышла. Тут кое-кто засох. Но листья, посмотрите, какие красивые листья. Они необыкновенные. Видно, что кончики подсушенные, но это не обращайте внимания. Это я купила, я уже сказала где. Вот. Вот филодендрон мамай. Это растение я буду пересаживать возле штанги кокосовой или самха сделаю. Это филодендрон. Он растет, если его не ставить на штангу, у него лист мельчает. Лист великолепный, растение здоровое. Было куплено в Германии за 4 евро.
Вот. Ну, они не пишут, они пишут мини-планты. Это маленькое растение. Ну, я вот всегда покупаю, гуглю, смотрю, название даю. Я ж вам обещала выучить все названия. Это трудно мне дается, ребята, ну, простите. Если кто-то что-то знает, то мне расскажите. Дальше я купила вот такое ампельное растение, сингониум. Красавец невероятный. И вот он, похоже, что он уже пошел в длину. Вот. Называется бирдсай. По-английски, это я на английском сайте нашла название. Листья грязные, вы видите, это все побрызгано от белого, вот эти от средства, отравы. Это сингониум бирдсай, переводится «птица сказала». А кого сказала чего? Много этих ростов. Вот. Ну, некоторые придется вытаскивать. Скорее всего, я поставлю под душ его, чтобы вытащить вот эти листья. Ему, видно, не хватало влаги, и поэтому вот эти листья не могут сами выходить. Ну, поможем родиться новому листу. Вот такое красивое, замечательное растение я купила. У нее лист, обратная сторона, прям бордовый, красивый. Ну вот. На полку пойдет. Дальше я купила псевдорипсалис. Псевдорипсалис. С вот такими шариками. И вот у него маленький рипсалис такой есть, посажен, но он уже подходит к своему концу. Там уже он загнивший корень, я вижу. Тоже, посмотрите, он уже вышел. Это я купила во Франции. Когда мы ходили во Францию, делали видео, и снимали мы видео, и когда я заметила женщина, как там специально, которая ухаживает, поливает за ними, она, посмотрите, вот это сверху она полила, и все. А что там дальше? А дальше Валентина будет пересаживать и мучиться, и думать, что... У меня был такой большой, я купила в Испании, когда нас обворовали, украли все эти... Я купила большое растение. Оно были алые листья, и вот эти белые горошинки на нем было, это как украшение. Ну, его украли, а потом мы вот поехали, уже не было таких растений. И вот тут случайно я напала на это растение, а я попробую его вырасти до большого состояния. Вот такой у меня теперь псевдорипсалис. Дальше у меня идет растение, называется папиромия рекунидофолия. Вот такая вот красавица. Вот будет тоже пересадка у нее. Обрежу вот эти вот все лишние. Я хочу, чтобы это растение, оно было более пышно вот спускалось. Это тоже ампельное растение. Я еще не решила, куда я ее буду, какой грунт пересаживать. Ну, оно стоило 4,99. Я купила это в Германии. Вот по сравнению, смотрите, Германия и Франция. Как ухаживают. Да, немцы умеют ухаживать за растениями. Сказать ничего не могу. Вот наша любимая хоя с мужем. Это твоя любимая хоя? Да. Любимое название. Суккуленты еще нравятся. У меня еще есть, да. У меня еще есть много хой. Ну вот я эту купила из-за вот этих листиков. Пусть меня простят. У меня вот эта хоя называется Crimson Queen. Кримсон королева, что-то такое вот. Ну, она такая более распространенная хоя. Тоже она у меня пойдет в лечузу на пересадку. И я думаю, что мы вырастим ее тоже до большого размера. И отсажу деток и так далее. И сегодня я хочу к вам еще обратиться, ребята. Посмотрите, мы столько приносим красоту в этот мир. Подписывайтесь ко мне, подписывайтесь к моим коллегам, которые тоже занимаются растениеводством. Вы поможете продвинуть это прекрасные видео наши дальше в YouTube, где много грязи, где много политики, где много... А мы делаем видео, которые помогают нам бороться с депрессиями, успокаивают нас. И делаем мы
этот мир краще. Я считаю так. Покупайте растения. Вот насколько я вот сейчас на пенсии, и мне эти растения настолько вот, они мне заставляют двигаться, они заставляют меня думать, они заставляют меня где-то веселиться, радоваться за каждый вышедший листочек, вот, познавать много интересного. Ведь если за каждое растение, вот мы возьмем любую историю этого растения, у них столько интересных историй. Вот. Как я вам рассказывала за Monkey Musk. Это филодендрон, Monkey Musk, он такой дырявый листья. Это ученый увидел, это Monkey Musk, это маска обезьяны переводится. И вот этот ученый увидел через этот дырявый лист обезьяну, и он уже дал название вот этому растению. Это настолько вот, ну для меня это очень интересно. Вот. Я многие растения пробую, от многих отказываюсь, конечно, а многие мне приносят просто удовольствие. Поэтому подписывайтесь, продвигайте наши каналы, и вы будете всегда видеть только хорошее, только прекрасное. Ну, когда мы будем вам показывать насекомых, это, конечно, не прекрасно, но в любом случае это хорошо познавательно. Потому что до введения цветов я никогда не знала, что на цветах есть насекомые. Я знала, что в огороде есть, а на этих не знала. Дальше, отойдем от лирики. Вот я купила, у меня одна подписчица сказала, как вы могли пройти возле вот этого растения. Называется степханотис какой-то, степанотис. Купила, но я купила его, ребят, на уценке, видите, вот красная, это 50% скидка, стоил он 12 евро, я купила за 6. Ну что, проблема есть, я вижу, проблема вот в этом кустике, потому что я вижу, что он начал, вот, уже листья отсыхают с самого начала, то есть или проблема с корнем, но цветы у него были такие желтоватые, а теперь листья желтоватые. Ну, он у меня стоит на пересадку, и когда мы будем пересаживать с вами, мы посмотрим, что там с корнем. Ну, хотела бы почитать, какие рекомендации. Он любит полутень, любит полив, не очень обильный, удобрение, чтобы находился в доме, температура до 22 градусов, не ниже, 18 до 20. Нюхать цветы нельзя, нарисовано. То есть есть нельзя. Ты не любишь такое растение? Нет, Валя, я нормальный салат люблю. А я тебя покрашу в Не салатик. надо подмешивать не надо ничего. Да что ты знаешь, вот есть же, ой, я уже как этот, шахтер. Есть же вот люди любят растения кушать, Ну, овощи. животные тоже любят. Да, ну, в общем, вот так. Дальше у меня вот безымянная хоя. Искала, она выдает хоя сплаш там какая-то, хоя грюн сплаш, потом еще что-то выдает Google, но ничего не выдает. Я знаю, что у меня сплаш есть растение, серебристое, оно такие листья, а это зеленые. И я не знаю, что они с собой выражают. То есть вот эта вот веточка живая, растение здоровое, также куплено в Германии. Ну, не знаю. Сплаш небольшой, может быть, дальше вот такие листики, посмотрите. Если кто знает название этой хои, пожалуйста, напишите. Я буду очень благодарна, потому что мне столько искать. Я всегда это ищу растения в гугле, какие не знаю. Я же вам пообещала, что я буду знать все названия ваших вот этих цветов. Но это так сложно, ребята. Они некоторые пишут на латинском, некоторые на французском, некоторые на немецком. Есть названия, неточные названия. И вот моя предпоследняя радость, что я приобрела, это филодендрон White Host. Это филодендрон белое привидение переводится. Ну, его еще добавляют минт из-за вот такого листа, потому что он напоминает не зеленый, а вот какой-то вот такой салатовый цвет. И даже не салаты, вот такие росчерками. И чем он выше растет, тем лист белее.
То есть у него попадается вот такой зеленый лист, вот такой зеленый лист, вот такой желтоватый, а потом может выйти белый. Вот у него скоро выйдет еще. Я не знаю, я подумаю, буду ли я его пересаживать. Вот такая цена, ребята, у него. Еле уговорила мужа, уговаривала, это мы были во Франции. Посмотрите наши предыдущие 2 видео. И там вот это стояло 2 цветка, и на одном вот такие пятна, вот такие коричневые, только большие были. Ну и тут я вижу, как при транспортировке поврежден. У меня уже было такое растение, и вот когда появлялся белый лист, на нем появлялись трупные пятна, чего коричневые. Я столько переживала, мой муж рядом со мной, ну что это такое? Растение-то, в принципе, дорогое. Я говорю, я не знаю, я его брызгаю, я его поливаю, я с ним чуть ли не сплю. Ну, потом он у меня подрос, и я его продала, ребят. И я зарекалась, что я не буду больше покупать этот цветок. Ну, как вы видите, зарекалась. В грязь не ложится, так и я. Растение здоровое, я посмотрела. Тоже она у меня на карантине пока находится. Нет, это земля. Вот он настолько милый. Вот даже маленький листочек, и то у него. И самое интересное, вот этот вот лист новый, он клейкий. А эти листья колюченькие, вот эти стебли. А сам вот этот вот плохо разворачивается, потому что он сильно клейковины в нем много. Дальше. Вот уже мусора насобирала. Дальше у меня я купила в китайском, ребята, антиреклама. Пишут там типа и ножом можно, и чем хочешь не прорезешь. Вот пробую, у меня же проблема с кактусами, что они мне прокалывают перчатки. Перчатки специально куплены от пореза, от всего, для роз. Но они прокалывают даже эти перчатки. И вот у меня такой кактус. Мы его любим с мужем. У меня такой я первый покупала. У меня, когда украли все цветы, украли его в Испании. Цветет он бесподобно красиво. Мы выставим вам фотографию этого цвета. Он у меня цвел, вот каждый у него хвост цвел, кроме вот этих маленьких. И я решила попробовать, но, ребята, прокалывает. Но я, наверное, под перчатки такие еще эти напальчники буду одевать, и тогда не будет проколов. Потому что вот этот кактус когда-то падал, и я полчаса выдергивала с него это. Он так сверху гладкий, гладишь его, как против шерсти. Все иголки ваши. То есть вот это не покупайте, оно не играет никакой роли. И вообще покупайте цветы, радуйтесь жизни. Цветы – это красиво, цветы – это тепло, цветы – это уютно. И будьте всегда с нами, подписывайтесь. И до свидания в этот снежный вечер. Я прощаюсь с вами и будьте здоровы.